Добрый день, уважаемые дамы и господа. Продолжаем наши встречи, наши занятия. Сегодняшнее занятие посвящено пониманию того, что такое стандарт развития, или другими словами, при каких условиях человек от развития получает максимально возможный результат, при каких условиях он не получает желаемый результат, тем более максимальный. Да, что такое развитие и когда можно говорить о том, что человек гармонично развивается, да, когда он имеет возможность прийти к тому или иному идеалу. При этом мы сегодня не будем говорить о модели человека, убеждения, качества и какие-то другие показатели. Мы будем говорить о методах тренировок, да, об условиях развития и как они влияют на нас, на наше изменение. Что здесь интересно? Да, одно из выступлений Исаака Петнусевича выходит перед огромной аудиторией и говорит: «Я не верю, что эти тренинги приносят пользу кому-либо». И он прав, и достаточно просто. Для чего предназначено выступление со сцены? Для того, чтобы дать прежде всего информацию. Да, человек слушает, в лучшем случае польза от тренинга, если он принимает правильное решение. Предположим, человек выходит и говорит о пользе спорта. Сколько бы он ни говорил, человек физически сильнее не станет. Основной результат, если человек принял решение, пошел в спортзал и начал регулярно заниматься. И вот только тогда, когда он регулярно практикует что-либо, занимается, только тогда он получает соответствующий результат. Поэтому сами по себе тренинги, выступления со сцены, если человек дальше эти знания не применяет, они не работают. Да, речь об этом. Поэтому большинство тренингов, они не дают желаемой отдачи. Да, почему? Потому что эти знания нужно применять в действиях. Поэтому большая часть тренингов и то, что человек называет личностным ростом, это пришел, послушал информацию. На следующий день забыл 80%, большинство людей, да, забыли 80%, и кто-то что-то начал применять, практиковать, многие ничего практиковать и не начали. Да. Хорошо, если человек посещает тренинги, формирует систему представлений, и когда-либо, да, как говорили классики, количество перейдет в качество, и он начнет принимать решения, на основе этих решений совершать поступки, действовать. Да. Нас в данном случае интересуют именно действия, которые преобразуют человека. Да, поэтому получение информации, конечно, это исходное условие, но во многих случаях тренинги на этом начинаются и на этом и заканчиваются. Они только изменят интеллект человека, знания. Не факт, что он ими будет пользоваться. Если говорить о полноте техник, о полноте, да, развития человека, то, по крайней мере, 5 основных составляющих, основных мы с вами выделим. Это не все техники, это как бы основные направления, основные типы, что нужно для того, чтобы человек качественно изменялся. Это третья задача – увидеть, задача личностного роста, увидеть полноту инструментов, преобразующих человека, и научиться ими пользоваться. Если ты ими пользуешься, ты быстро и эффективно начинаешь двигаться вверх, освобождаться от проблем и формировать необходимые достоинства. И если что-то убираешь, то или развитие очень медленное, или в принципе невозможное. Да? Информация – это исходная. Первое. Основное условие, чтобы человек начал изменяться. Это занятия и тренинги личностного роста. Тренинги, я имею в виду именно в нашем случае, или там, где есть соответствующая практика на изменение. Они предполагают, что человек получил полезную информацию, она записалась в голове, да, в интеллекте. Да, но если проанализировать, где живут ваши чувства и эмоции, точно уж не в голове. Да? Если чувства вы влюбляетесь, там, в центре груди испытываете ощущения, да, и, там, в вашем теле гуляют эмоции, желания и другое. Да? Поэтому принятые решения нужно реализовать на уровне подсознания, чтобы вот на уровне ощущений, на уровне энергии мы вместо страха испытывали бесстрашие, вместо апатии огромное стремление,
Да, вместо обиды там, чувства. Да, это нужно перевести в наше подсознание, в другие части нашего сознания. Разум понял, а дальше нужно, чтобы все это записалось в остальных частях нашего сознания и превратилось в новые реакции, в новые ощущения. Да? Какие задачи здесь решаются? Да? Первое. Формируются правильные программы, правильные убеждения, и человек получает возможность думать по-другому, меняется его мышление. Второе, основное, что происходит, преодолеваются, устраняются внутренние преграды. Да? То есть человек не идет к какой-то цели. Почему? Сомневается, боится, переживает, страдает, не уверен. Множество других реакций. Их все нужно убрать. Да? Расчистить возможность что-то делать. Вот в основном тренинги на этом этапе предназначены для чего? Сформировать правильные представления, перевести их на уровень убеждений, они записываются в подсознание, в сверхсознание, они начинают жить, да, давать ощущения позитивные, да, и убираются преграды, все, что этому мешает. Все, человек получил возможность тренироваться дальше. Скажем, боялся выступать на сцене, прошел тренинг, понял, что сцена — это классно, это раскрывает человека, преодолел свои страхи и с радостью пошел там учиться петь, играть, танцевать, осваивать ораторское искусство. Но для этого нужно преодолеть преграды. А по статистике что? 9 из 10 готовы лучше умереть, чем выйти на сцену. Да, это страх более сильный, чем страх смерти, да, страх сцены. Смотреть в глаза людей, что они там думают, правильно я что-то делаю. Да, очень много внутренних преград. Поэтому первый этап, первая основная задача, вот здесь, которую нужно решить, это перепрограммировать свое сознание и подсознание. Да, убрать негативные программы, негативные ощущения энергии, сформировать позитивные. Первое. Когда путь очищен, ты понимаешь, что это правильно, и ты хочешь действовать и получать желаемые результаты. Второе, ты осваиваешь какие-то конкретные навыки. Если говорить о личностном росте, это могут быть ролевые игры. Мы моделируем, что бы происходило в жизни, и учимся уже на основе сформированных убеждений, как это воплощать в жизнь, как управлять голосом, взглядом, улыбкой, осанкой, интонациями. Мы учимся, моделируем. Да. Другое глобальное направление здесь — это творчество, которое большинство людей не понимают. С точки зрения личностного роста подавляющее большинство людей не понимают. В лучшем случае это развлечение. А творчество — это возможность, если это творчество, формирующее личность, позитивное творчество, это возможность раскрывать в себе новые качества, новые состояния, прописывать позитивные программы с интонациями в идеале лучших людей, как они это делают. Как достичь максимальной силы чувств, максимальной веры, максимальной выразительности. Человек, который проходит через творчество, он становится на порядок богаче душой. Если это театр, это выступать, да, это управлять голосом, влиять на аудиторию, ну, правильно, вести себя на сцене. Если это танцы, то это пластика движения, красота движения, свобода, естественность. Да, если юмор, да, КВН, ну, то, что украшает и радует жизнь, и так далее. По большому счету мы сформировали убеждения и позитивный энергетический заряд. Вот второй шаг позволяет. Приняли решение «хочу», неважно какой навык, любой, там общение, комплименты, извинения, неважно. Научиться этот процесс реализовывать в жизни, да, управлять, придать форму нашим позитивным программам. Вот как эта позитивная программа «хочу быть бесстрашным», там, жизнерадостным, неважно каким, вот как эта программа будет проявляться в жизни. Это второй этап, да, вторая задача, которую нужно решить. Третья задача, которую нужно решить, это индивидуальная работа. Да, мы с вами говорили, у 99% успешных людей обязательно есть наставник. Непростая задача прийти там, новому человеку, к незнакомому человеку, выстроить взаимоотношения, довериться, открыться, говорить правду о себе, когда это неприятно, пользоваться рекомендациями, которые кажутся неправильными вначале или неприятными, да, но пройти через это и стать сильнее. Да, скажем, Оскар Хартман рассказывал первые свои впечатления от знакомства с коучами, там, с менторами, с наставниками. Я им об одном, они мне о другом. Они спрашивают меня о детстве, родители. Не понимаю, зачем это нужно. Ну, потом коуч там
порекомендовал ему купить одну статуэтку, символизирующую, точно не помню, но, по-моему, любовь и примирение. Да, вот конфликт был с отцом, и мне так стало хорошо. Он говорит, да, я купил, поставил, и мне так стало хорошо. Да, он закрыл старую проблему, которая его терзала, он не понимал, что она его терзала. Да, тот, кто ему помогал, он понимал, что это гасит, да, это его надрывает изнутри. И нашел решение, да, и получил позитивный результат. Не каждый способен этим воспользоваться. Но если человек решил эту задачу, да, это одно из ключевых условий для достижения успеха. Многие вопросы человек может решать сам, для этого предназначено занятие. Обязательно будет оставаться то, что сам не сумеешь решить. То ли по основной программе занятий, то ли те ситуации, которые проходят в жизни. Поэтому индивидуальная работа проводит специалист. Да. Никто же не рекомендует, как там зубному врачу делать пломбу. Можно выбрать, который подешевле или подороже, но он специалист, мы ему доверяем. Точно так же нужно научиться доверять специалистам, тогда ты можешь извлечь максимальную пользу. Еще один из примеров, опять же, Оскар Хартман, не помню, какой специалист, он посоветовал, тоже не помню, отдел, неважно, там, скажем, бухгалтерии, маркетинга, точно не помню, объединить вместе. Вот я мог бы, конечно, потратить месяц, чтобы изучить эту тему, понять, почему это хорошо. Я этого не стал делать. Я ему просто доверяю, объединяем. Объединили, посмотрели. Классно, классно. Лучше, лучше. Ну и все. Если ты доверяешь, ты можешь действовать быстро и быстро получать классный результат. Не доверяешь? Но установи специалиста во всем. Зачем тебе это нужно? Это никому не нужно. Да? Каждый должен определиться, где ты лучший, да, где ты специалист, а где ты пользуешься услугами других людей. Поэтому третья задача – научиться открываться, найти человека, который может тебе помогать, или людей, которые могут тебе помогать, и это индивидуальная работа. Следующий блок вопросов, четвертый. Это набор инструментов, с помощью которых то, что человек осваивает на занятиях, на тренингах, он переносит в свою жизнь. Да? Самоконтроль – это управлять собой. Работа с целями и с планами – вот, скажем, у человека, который находится на нижнем уровне, да, на уровне обывателей, у него вот эта вот часть сознания вообще отсутствует. Ну, она заблокирована, закрыта, не распакована. Да, цель — это будущее, это пока не существует. Он видит только то, что существует. Да, он вот в этом диапазоне работает. Планы — это не существует, нереально. Да, он этого не понимает. А чтобы получить власть над своей судьбой, да, как это решается? Цель, план, и дальше в жизни ты контролируешь, что ты идешь по этому плану. Что такое дисциплина? Да, это право быть счастливым и успешным, которое ты сам себе дал, задачу поставил, и ты ее реализуешь. Да, ты прописал, и ты идешь к своей цели. Кто может это делать, тот идет к своей цели. Кто не способен, тот никуда не идет. Да, для него колея. Поэтому различные техники, да, мы вводим в свою жизнь. И только тогда, когда мы вводим в свою жизнь, мы получаем соответствующую отдачу. Распланировал, пошел действовать, и когда человек начинает действовать, он применяет в жизни все полученные качества, навыки, знания и так далее. Не пошел действовать, ну все это осталось приятным, интересным, но бесполезным, невостребованным. Пятое – это спорт. Тело никто не отменял, хотя спорт – это не только тело. Это воля, это дисциплина, это преодоление, это расчет. Да, что такое спорт? Работоспособность увеличивается в 2-3 раза. Там есть комплекс передач, надеюсь, многие знают, Big Money. Практически все люди, у которых там берется интервью, все в отличной форме. Все практически занимаются спортом. Я видел только одного человека, которому не было вопроса, да, занимаешься ли ты спортом. Все занимаются спортом регулярно, всем нужен высокий жизненный тонус. Да, и мышечная активность заряжает, как говорит наука, нервные центры. Да. Разум работает на порядок лучше, если человек тренируется. Там у Исаака Пентусевича, да, достижение успеха. Бег, все, бега нет, ты не можешь быть успешным. Пошел заниматься, отдача от твоих процессов в 2-3 раза начинает возрастать сразу же. Почему? Больше сил, больше энергии. Кто этого не понимает, ну, тот себя обрекает на порядок более маленькую энергию, слабенькие действия и соответствующие результаты. Это стандарт развития с точки зрения, какие техники, какие процедуры необходимо освоить.
Каждая из них огромный комплекс там, знаний, вопросов, которые нужно изучать. Все это мы изучаем на наших занятиях. Одно из принципиальных отличий – это как перепрограммировать свое подсознание. Да. В большинстве случаев как работают тренинги? Если подготовка человека достаточная, чтобы взять рекомендацию и пойти ее делать, да, воплощать в жизнь, то он взял и пошел делать. Но в большинстве случаев недостаточно подготовки человека, чтобы воспользоваться правильными рекомендациями. Он услышал, сказал, все классно, хорошо, записал, но если чего-то не хватает, да, в автомобиле чего-то не хватает, неважно, колес, двигателя, там, тормозов, руля, он не едет. Ну или едет, но недолго. Потом заканчивается все плохо. Да? Но все это нужно осваивать, и мы осваиваем на наших занятиях. Ну, собственно, по данной теме в первом приближении все. Да, основной инструмент – это именно перепрограммировать свое сознание и убрать преграды. Потому что в большинстве случаев развиваются только те навыки, к которым человек готов, он хочет. Да? А убрать сопротивление – это сложно. Конечно, возможно, но сложно. Это основной комплекс, да, техник, который делает развитие полноценным и, соответственно, дает человеку максимальную отдачу. Если что-то убрать, просто знание, все остальное не работает. Рассказать можно, но сделать ничего нельзя. Если не научиться перепрограммировать свое сознание и убирать преграды, да, я понял, что нужно, но страшно, поэтому до сих пор боюсь. Если прошел этот этап, уже позитив, уже хорошо, но если человек не отработал форму подачи, да, он знает, что правильно, но не умеет это делать. Или не умеет делать правильно, красиво и эффективно. Да, если отработал хорошо в зале, но не подключил это в своей жизни, все в зале и останется. Да, чтобы это отрабатывало на максимум, конечно, все, что человек получает, он должен шаг за шагом подключать в своей жизни. Вот это как бы одно из самых сложных. Здесь есть наставник, который ведет, а в жизни человек сам для себя должен стать наставником и руководителем. Поставил задание, сам поставил, сам пошел делать, сам пошел контролировать, оценивать, делать выводы, награждать, наказывать. Все, пошел процесс самоуправления. Если человек сюда не дойдет, он будет там, хуже или лучше тренироваться, но не станет правителем своей судьбы и самого себя. Для этого нужно перевести что-то знание, применяя в жизни самостоятельно. Тогда все, тогда процесс пошел. Ну что, всем успехов на пути развития. Кому данный подход интересен, для кого важно тренировать не только бицепс правой руки, но и все тело, да, я шучу. Для кого важно гармоничное развитие, гармонично сформированный человек, гармонично сформированная личность, пожалуйста, подписывайтесь, задавайте вопросы, подключайтесь к обучению онлайн, офлайн. Ну и, разумеется, гармоничного развития, совершенства, силы, счастья и успехов. Спасибо, всего доброго, до встречи.